Привет, ребята! Приветствую вас на своем канале. Привет вам из Одессы. Сегодня 24 февраля 2026 года. И вот этот день, знаете, он очень тяжелый для нас, для всех. Не знаю, 4 года мы живем в войне, в борьбе. И это непросто. Уже 4 года мы живем под обстрелами, в постоянной тревоге, в постоянном напряжении. Это очень сказывается на нашем здоровье. Но я очень надеюсь, что мы все выдержим, и все будет у нас хорошо, даже отлично. Я вспоминаю те свои первые дни войны. Это сначала был ужас, шок, неприятие, непонимание, паника. Потом это все трансформировалось в такую, знаете, агрессию и в желание выжить. И началось вот это, знаете, движение оборонительное. Я никогда не забуду, как создавались отряды ТРО, как ходили патрули, там ребята организовывались в группы по патрулированию, женщины плели сетки, готовили еду, как даже бомжи тащили свои спрятанные где-то там бутылки для коктейлей Молотова. В общем, все жители, ну, часть жителей уезжала в это время, а часть жителей, которая осталась, она именно заняла оборону, и каждый хотел не то, что хотел, даже не думали, хотел, не хотел, каждый должен был поучаствовать в обороне своего города и своего дома. В общем, это было на таком высоком патриотизме, вот это чувство единения. Ну, вы знаете, я для себя отметила, что такой эйфории, такого счастья, единения я не испытывала никогда. Это было здорово. Это было здорово, и хотелось бы, чтобы в таком вот чувстве единения, сплоченности нация продолжала и дальше жить. И никакие ни внешние, ни внутренние воздействия и процессы не могли бы вот этот дух сломить. Да, я была счастлива, что я это видела своими глазами, что я в этом участвовала. И это было здорово, ребят. Но 4 года мы мужественно обороняемся и держим удар. Так я вам скажу. Сегодня в Одессе солнечно. Сегодня в Одессе +2. Ночью был дождик. Я вижу, что мокровато, но уже подсыхает. Расскажите в комментариях, как вы встретили первые дни войны в своем городе, в своем селе. Как вы эмоционально себя чувствовали. Это было одновременно ужасно страшно, но это был просто взрыв патриотизма. Да. Так что, друзья мои, это тяжелые годы для нас, тяжелое время, но мы обязательно справимся. Обязательно отвлекайтесь на какие-то интересные, волнующие вас дела, занимайтесь какими-то отвлекающими моментами. Вот у меня это цветы. Какое-то хобби для себя найдите. Не впадайте ни в коем случае ни в какую депрессию, не задумывайтесь об этом количестве дней, прожитых в этих непростых условиях, потому что очень часто наша психика устроена так, что вот эти цифры, которые мы считаем, так, 4 года, так, сколько это недель, сколько это месяцев, сколько это дней, и у нас начинается ужас вот в голове, паника, понимаете? Не поддавайтесь на это. Живите здесь и сейчас.
И вот сегодняшний день это как новая жизнь. Вот вы проснулись и начали свою сегодняшнюю повседневную жизнь. Старайтесь больше улыбаться, старайтесь искать во всем позитив. Главное сохранить свое ментальное здоровье, понимаете? Это очень важно, потому что на нервной почве к нам цепляются разные заболевания. Это, конечно, легко говорить, это тяжело в наших условиях реализовать, но это возможно. Где-то к каждой ситуации относитесь с юмором. Но мне хочется вас поддержать. Я, бывает, даже не вовремя смеюсь, и мне муж делает замечание, но я говорю, пойми, что это моя, говорю, такая реакция защитная. Так что иногда и посмейтесь, дайте волю выйти эмоциям. Где-то поплачьте, где-то посмейтесь, но ни в коем случае не впадайте в депрессию. У меня в это непростое время даже появилась идея, и появилась у меня прекрасная моя любимая собака, которая от меня убегает. Это мой мальтипу. Видите, какой он смешной. Вот именно забота о друзьях наших меньших. Если вы даже не имеете возможности себе завести вот такого вот кудлатого друга, которого надо скоро уже стричь, пока холодно, мы не подстригаемся, вы можете купить корм и покормить дворовых собачек и кошечек. Вот эти контакты с внешним миром, с животным миром, они очень наполняют нас, людей. И Жорка его звать, Жорка, любимчик Жорка. В мае месяце ему будет уже годик. Такой вот мохнатый друг. Может быть, кто-то уезжает, и вы можете забрать себе собачку или кошечку и подарить ему свое тепло, да, и заботу. Вздыхает Жорка и говорит, мама, пошли уже гулять. Так что вот так, друзья мои, хотелось вас сегодня поддержать в эти непростые дни. Я знаю, что на Таирова у нас непростая ситуация с энергетикой, с электроэнергией, но работы ведутся. Я надеюсь, что в ближайшее время станет легче, появится в домах свет, тепло и вода. И все будет хорошо, ребят. Привет вам от нас с Жориком. Пока-пока. Ну а пока так солнечно и классно, мы решили с Жоркой, что мы перед прогулкой вымоем наконец-то это окно. Хотя прохладно, я сейчас аккуратно открою, девочки, окна и помою, потому что моим цветочкам и мне очень хочется смотреть на мир сквозь красивые, натертые, блестящие, чистые окна. Это мотивация, девочки. Но если холодно, лучше не высовывайтесь. Я только это окно помою, там у меня большие окна, поэтому я там не буду ничего делать пока. А это быстренько сейчас приведу в порядок. Вот так вот у меня бывает среди зимы такое, что вот надо помыть окна. Девочки, представляете, 24 февраля началось цветение рождественника. Представляете? Ну, еще так, как бы не массово, но вот бутоны уже месяца, наверное, 2, вот так на нем держится. Представляете? Я периодически поливаю, но здесь прохладно. Не скинул ни одного бутончика, вот я на полу не вижу. И уже они начали открывать свое личико. Вот такой вот наш житель этажа. Девочки, мы вышли сегодня в новом костюме. Он в таком... В конце осени купила его, но он ему был большой, мы его даже не одевали. Сегодня тепло, что 8 градусов. Жора! Жор, это большая собака, она тебе не нужна. Пошли. Ты хотел познакомиться? В следующий раз. Короче говоря, вышли, оделись по-весеннему. По-весеннему, потому что уже тепло. Вот сегодня конкретно тепло. И знаете, что мы учудили?
мы зашли в лифт. И когда уже я нажала кнопку, думаю, сколько ж время? На часы, а там 13:00 ровно. У меня аж сердце в пятки ушло, девочки. Думаю, блин, ну 13:00. Я сегодня попозже с ним вышла, ждала, пока вот тут вот проветрится, чтобы было после дождя не так грязно. Нас воду отключили. В общем, короче, рискнули, в 13:00 сели в лифт. Вот это вообще. Так, что нашел? Пошли. Что там? Что там такое? Что-то съедобное или что? Или метки? Так, пошли. Давай догоняй меня, Жорочка. Побежали. Это он читает информацию. Короче говоря, мы сегодня попозже. Попозже. Ну и хорошо, зато теплее. Идем, идем, зайка. На стадион мы не пойдем. Пошли, Жор. На стадион не пойдем, потому что там висит предупредительный плакат. С собачками на стадион нельзя. Идем, догоняй. Так что вот так, девочки. В Одессе тепло и солнечно. Девочки, парень меня замучил уже, замучил. Гляньте, держи палку. Несет мне палочку. Ой, какой молодец. Самая умная собака в мире. Бестолкуша. Гляньте, гляньте, какой азарт. Он какой молодец, служебный пес. Да. Гляньте, сколько дури у него. Вот так, так. Все, Жор, не это самое. Не кричи. Такой же этот самый азарт. Молодец. Дома берет у меня дома тапочек, чтобы я ему кидала, и он будет приносить. Девочки, очистить зубы вообще невозможно. Он приходит сразу, если кто-то из семьи чистит зубы, он сразу прибегает в ванную. И у него есть, я вам рассказывала, старая щетка. Ему надо дать старую щетку, он будет чистить зубы тоже. Что такое? Ну где палка? Чем-то отвлекся. И, короче говоря, он прямо с таким удовольствием грызет свою щетку. А ну ничего там не бери. Не, ничего не подымай. О, косточка! Да я учую, бог знает откуда. Так, а ну. Видели, куриная косточка валяется. Не надо, не надо. Давай. Хоп! Девочки, ну все. Короче говоря, две огромные лужи наши. Весь мокрый, весь грязный. Я его только зря с этого поводка сняла. А ну иди сюда, безобразник. Я кричу, аж охрипла. Ну ему это так. А ну иди ко мне давай. Жора, я пошла. Я в другую сторону иду. Идем туда гулять, да? Там, где сухо. Короче, там возле школы, девочки, две огромные лужи. Жорка, в общем-то, вот так вот, знаете, на огромной своей скорости, он, лапы все мокрые, живот мокрый, с таким удовольствием по тем лужам пробежал, как летом, знаете, как дети любят, летом по лужам. Это трындец. Думала, придем чистенький, но все. Ребята, слушайте, начали говорить про то, что будет дефицит воды, особенно летом, что вода будет по графику. Такие вкиды есть. Вы знаете, что я вам скажу? Я все детство, всю свою юность жила с водой по графику в военном городке. У нас даже такое было, что по месяцу воды нет. Все-таки наше поколение чего только не видело. У нас вода была только, помню, утром, что-то около часа, и вечером, если повезет. Ну, так было у нас. 80-е, 90-е. И даже сейчас, там, где мама жила, там проблема с водой. И в каждом доме, в каждой квартире есть резервуар и гидрофор. Вот так вот. Самое ужасное было его периодически вот снимать и мыть. Емкость эту. Ну, а когда есть емкость с гидрофором. Жора, нет, это еда для котиков. Пошли.
Котикам насыпали еду, он тоже не против полакомиться. В общем-то, когда есть емкости гидрофор, то проблема частично решаема. В течение дня пользуешься, утром, вечером набираешь. Но единственное, что всегда надо было за этим смотреть, стоять и... Так, что ты там нашел? Боже мой, кругом находит кошечек, которые там сидят в этих люках, греются на трубах с отоплением. И, в общем-то, слушайте, вот это вот самое главное, не зевнуть и не перелить, чтобы вода не перелилась из бака. Папа мой как-то покойный телевизор засмотрится, пойдет включит. Жора! И там уже течет вода к соседям. Потом бегает, извиняется. Так что, видите, даже проблема такая тоже может быть решаема при помощи емкости и гидрофора. Но это на крайний случай. Девочки, ну что, все. Домой пришли. Началась работа. Дали воду. Единственное, что если бы мы еще часа полтора с Журкой погуляли, то мы бы пришли и не в тазиках мыли лапы. Это ужасно. Он такой грязный. Он померил все лужи там вот в округе. Весь грязнючий пришел. Этот новый свой спортивный костюм превратил вообще непонятно во что. Я руками его постирала, когда воду дали. Не стала в машинку засовывать. Он такой прямо велюровый, такой классный. Мне понравился. На нем так хорошо сидит. И вот я пообедала. Жорка тоже пообедал. Немножко попила кофейку. Что я уже по 2 раза на день. Это нехорошо, но мне вот хочется. Я такой слабенький, девочки, сделала. И с вафелькой попила. Что сладкого захотелось. И, в общем-то, сейчас смотрю, надо мне пару полочек с орхидеями полить. Стирка достирывает. В общем, вот так вот. Куда от этой работы домашней денешься? Только завтрак. Раз, два, три обед. Раз, два, три ужин. Ну, а что делать? И горы посуды. У меня, девочки, очень такая малогабаритная кухня. И мы не поставили, когда делали ремонт, сюда заселялись, мы не поставили, не смонтировали посудомойную машинку. Я думала, да ну как бы, зачем? А теперь я даже жалею, и места здесь нет, чтобы ее монтировать. Я каждый раз жалею, что ее нет. Но с другой стороны, то света нет, то воды нет. Но сейчас все починили. Это была поломка. Ремонтные работы быстренько произвели. Я думаю, что была какая-то течь, как обычно. Где-то какая-то течь в районе Заболотного. Фон тоже весь старый, поэтому все быстро выходит из строя. Коммуникации все на хомутах. Я говорю, же вырыли. Вот он часто очень замечаю, что в одном и том же месте роют из года в год. Уже бы, говорю, достали все это гнилье и поменяли бы на новое. Ну, такое. Вечно не хватает средств у организации. Тариф растет на воду. И уже ж придумали, мы же помимо стоимости кубов еще платим, в тариф абонплата еще входит. В общем, как бы вот так. Главное, что дали воду. Окна я так и не помыла здесь, окно вот это. Потому что оказалось, что у меня закончилось средство для мытья окон. Вас мотивировала сама, короче, ничего не сделала. Начала искать и вспомнила, что мужу отдала в машину свой баллончик.
не баллончик, а свою бутылочку со средством для мытья стекол. Так что вот так. Пошла сегодня с Жоркой, он грязный, я его взяла так на руки и зашла в магазин, говорю, девочки, можно я зайду? В Блеск зашла. И возьму, говорю, мне там надо средства. Они говорят, да, конечно. Я говорю, я на пол его ставить не буду. Держу в руках. Одного я его не оставляю возле магазина, не привязываю ни в коем случае. Во-первых, он испугается, во-вторых, как бы это не та собака, которая за себя постоит. Он же декоративный, поэтому декоративный маленький песик. Я так его взяла и так, правда, испачкала себе всю куртку, но я его пронесла, взяла себе средства, быстро на кассе не было очереди, рассчиталась, и мы с ним пошли. Только вышли, а тут корги и бульдожик гуляют. И, в общем, он как начал бегать с ними, уделался вообще весь. Я переживала, чтобы они только его не придавили, собаки крупных пород. Хотя не по возрасту тоже, такие как он, молодняк. Хотят играться, но они его лапой. Пришел, там, подошли к парадной, он категорически не хотел домой заходить. Я уже так 2 круга нарезала, говорю, ну все, пошли, не хочет. В итоге я на руки его взяла и затянула домой. Лифт работает, свет есть. Выходили, я вам говорила, ровно в час сели в лифт, а заходили, сколько было? 2:15, но у нас тоже бывает, что могут и в 2:15 выключить. И как-то стрёмно было. Ну вот я поленилась, надо было идти пешком, но вообще не хотелось. Ну как бы вот так. Ну сейчас последние дни, девчата, со светом у нас более или менее нормально. Свет не выключают. Сейчас займусь орхидеями. Такая моя красота. Гляньте. Надо срезать вот этот желтый цветонос. Надо еще видео снять про орхидеи. Там девочки мне спрашивают на другом канале про орхидеи. Видите, какая красота, да? Пахнет вот эта красота вообще. Называется она «Сказка». Joy Fairy Tale. Девочки спрашивают, те, кто видно с этого канала, зашли на цветочный. Говорит, Аня, мы хоть и не архаманы, но мы типа смотрим ваше видео. Нам интересно, что вы там за пилоричные орхидеи показываете. И что это такое, с чем это едят, что это за бабочки, что это за всякие пилорики. Надо будет снять видео девчонкам, кто не в теме, рассказать. Вот это нравится. Классная, да, девчонки? Такая вот. Вау. Чемпион называется, по-моему, она в народе. А так это сложный гибрид. У него в родителях много разных орхидей. Это все фаленопсисы. Вот это стандарт. Посмотрите, какой он клевый, да? Ну, в общем, не про орхидеи сегодня. Ну как же без орхидей? Они тут у меня со всех сторон. Так кто-то из вас, девочки, мне писал насчет того, что уезжать, куда-то уезжать. У нас, кстати, родственники уехали. Я недавно узнала, что уехали. Я вам говорила, что никто из наших родственников не уехал. Только я сказала и уехали. Ну, пока так на разведку, а дальше думаю, что с прицелом уехать. Ну, неважно, дело каждого. Каждый решает, что делать. Оставаться, уезжать. Я вообще без понятия. Пока живем. Завтра уже займусь этим окошком. Сегодня я уже не хочу. Сейчас достираю стирка, домою посуду, дополиваю свои орхидеи, срежу здесь цветоносик. Она тут так цвела, было много вот таких цветов. Ну как много, штучки 3-4 таких плотных, красивых цветочков. Все. Отвлекайтесь, девочки, на цветочки, на животных. У меня, например, знакомая занимается, помимо того, что у нее 2 собаки, она еще, у нее аквариум. Катя, тебе привет, если смотришь. У нее аквариумы, девочки, отрыв башки. Там просто в этом аквариуме просто вот картинка, водоросли разные. Это все настолько красиво, это все со вкусом, какие-то пещерки, какие-то норки, разные рыбки. Просто она мне как присылала видео, я так села
и обалдела. Вот человек вот в этом живет. Она покупает разные водоросли, адаптирует их, она знает, как там этот состав грунта сделать. Она мне принесла как-то целый пакет водорослей для моего аквариума. Я такая довольная. Она себе делала обрезку, ну что их выбрасывать, дала мне. Я понасадила, там все. Тут у меня плавает, тут у меня такой кустик, тут у меня такой. Что вы думаете? Через месяц у меня это все и все. То есть надо знать, как это, надо читать, надо это уметь. У меня там один куст водорослей, ну не один, там две ветки водорослей. И это самое тернерции, и то они меня радуют, они разноцветные. Пещерка, и все. И мне это тоже этого хватает. Я не хочу, чтобы в аквариуме было перенаселение. Мне достаточно вот этих раз, два, три, 4, 5. Ну, меньше 10 рыбок, они там все плавают. Я себе взяла раз в 2 недели, там, надо, конечно, почаще, замену воды сделала, прошлась, навела порядок, таблеточку альгезита положила в песок, туда в камешки, чтобы вода стала такая чистенькая. Сижу, пью кофе и смотрю, как, знаете, вот подводный мир. Жан-Жак Кусто. А кругом орхидейки, еще хоечки. Сегодня, знаете, чем занималась? 2 хои перевалила в большие горшочки и подобрала горшочки уже с фитилем. Все-таки на фитиле хоечки лучше растут. Так что, девочки, и девчата пишут, отвечаю на комментарии, в общем, занимаюсь. И заказывают у меня росточки хоечек, срезики. Я не укореняю, девочки, вот эти хоечки. Почему? Потому что нету куда поставить эти контейнеры. Надо же, чтобы у них было тепло, светло. Такое место должно быть, вот, например, вот где-то бы под лампой, вот наверху, там, где тепло, вот это все убрать, туда поставить, например, контейнеры с маленькими укорененными черенками. Ну, у меня нет такой возможности, поэтому, кто хочет, девочки, мне пишут в Фейсбуке и заказывают именно срезы, и сами уже укореняют. А мне кажется, даже самому укоренить, девочки, намного интереснее, чем покупать уже готовые. Именно потренироваться, купить грунт, вот именно углубиться в это все, купить грунт, составить из компонентов, сделать его таким для хой. Слушайте, я с орхидей на хой перескочила. Сделать его более рыхлым, высадить. Ой, надо заниматься. Там у кого дача, уже там, наверное, рассаду вы все садите, да, девочки? Перчики, помидорчики. Ой, недавно видела видео, девчата там уже высаживают вовсю. Ну, тем более сейчас такие цены на все. Что будет в этом году с водой, что будет вообще совсем с электричеством. Надо уже в сезон готовиться, насадить. У кого есть участок земли, у кого руки оттуда, так сказать. И тех же огурцов наесться, закрывать, насолить на зиму. Ну, капусты посадить. Я как вспоминаю, у нас мое детство все прошло вот девочки. А, кстати, вода такая желтоватая, девчонки. Чуть посуду желтоватая. Ну ладно уже. Потом еще раз переполоскаю через пару часов. У меня детство все прошло на 12 сотках огорода. Дача у нас была. Боже, что у нас там только не было. Папа у меня мичурит. У нас было 6 соток сада фруктового. По всему периметру 12 соток была черная, красная смородина, крыжовник. Это все попробуй, обработай, собери. 6 соток огорода, 6 соток сада. И вот это рядами была перец болгарский, синий, чеснок, лук, это само собой. Морковка плохо росла, потому что чернозем. В черноземе у нас очень хорошая земля здесь, в Одесской области, там, где именно мы проживали, в 90 километрах от Одессы. Но я вам скажу, морковка вообще плохо росла, она вообще никакущая была.
она такая невкусная. И сорта разные пробовали. Нет, все-таки вот та, которая с песчаных грунтов, привозная, она намного лучше. А наша никакущая. Я помню, когда засуха, и начинаешь ее, не вкопаешь, вот такие трещины в земле. Чтобы эту морковку достать, я брала лопату, брала ведро воды, вот так кусок, ряд такой был, много метров с морковкой. Во-первых, ее прорывали, а сейчас быстро расскажу. И я заливала воду, ждала, а потом только ее подкапывала, потому что земля, чернозем во время засухи, она просто как камень. А высаживали мы морковку, папа у меня вообще, он же, говорю, вообще, что-то как придумает. Была такая у него лента бумажная, он сам, по-моему, клеил такие полосочки. Он варил клейстер, мука, да, вот клейстер, и клейстер на полоску на эту наносил, и потом на определенном расстоянии выкладывал семена моркови. Это все высыхало, он заматывал в рулон, а потом в огороде делал вот борозду на определенном, ну, рядами садили, не грядками, а рядами. Делал борозду такую на определенную глубину, вот эту вот полоску с семенами наклеенными при помощи клейстера. Вот так вот, а потом от влаги оно все там, и морковка всходила. Вот так вот. А рассаду сами делали.